Привет, меня зовут Лена. В этом видео я покажу вам процесс приготовления очень вкусного тортика. ПП Чизкейк облачко. У него воздушная консистенция, нежная текстура и умопомрачительный вкус. Он ничем не уступает классическому холодному чизкейку и уж точно вкуснее любого магазинного аналога. В его составе есть сливки, которые дают ему ту самую воздушность. Но при этом калорийность тортика совсем небольшая. При приготовлении чизкейка мы будем использовать ПП печенье, рецепт которого уже есть на моем канале. В описании под видео я оставлю ссылку на него. Я готовлю сегодня очень большой чизкейк весом около 2,5 кг. Вы, конечно, можете пересчитать количество ингредиентов под необходимый вам вес тортика. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Печенье, молоко, сироп топинамбура, экстракт ванили, рикотта, мягкий творог, йогурт, сливки, вода, желатин, подсластитель и соль. Сначала приготовим основу для чизкейка. В блендере 300 грамм печенья. Измельчаем его в мелкую крошку. Вот как должно получиться. Конечно, вы можете взять готовое печенье, состав и вкус которого вас устраивает. К печенью добавляем 100 грамм сиропа топинамбура и 150-190 грамм молока. Чтобы увеличить срок хранения готового торта, я довела молоко до кипения. Тщательно смешиваем все ингредиенты. Я рекомендую вам, особенно при первом приготовлении, добавить сначала не все молоко и постепенно добавлять остальное, отслеживая консистенцию, чтобы не переборщить с жидкими ингредиентами. Если масса станет слишком жидкой, липнущей к рукам, то у чизкейка будет не очень приятная по текстуре основа. Здесь вместо молока и сиропа можно добавить воду, кокосовое масло или арахисовую пасту, что очень вкусно, кстати. А часть печенья можно легко заменить измельченными орешками. Чуть не забыла, конечно, еще ваниль 2 чайные ложки. Вот такая масса для основы должна получиться. Ее легко слепить в комок, но при этом она совершенно не липнет к рукам. Подготовим форму. На подложке у меня кольцо диаметром 20 см. Прокладываю его бока ацетатной пленкой, так удобнее будет доставать готовый чизкейк. Хотя в данном случае без нее можно обойтись. Выкладываем массу из печенья на дно формы и тщательно утрамбовываем. Очень удобно выровнять основу с помощью силиконовой лопатки. На этом, в принципе, можно остановиться, но если у вас большой слой мусса, как у меня, то лучше сделать бортики для чизкейка, потому что сырный слой у нас будет муссовый, воздушный, как облачко, и если он получится высокий, то ему понадобится поддержка. Посмотрите, благодаря ацетатной пленке я могу немного увеличить высоту бортиков. Форма у меня высотой 8 см, а бортики делаю примерно 8,5 см. И еще немного выравниваю с помощью силиконовой лопатки. Убираем основу в холодильник, пока готовится муссовый слой. Для него нам понадобится 300 грамм нежирной рикотты, 120 грамм мягкого творога, 120 грамм сиропа топинамбура и 28 грамм полезного интенсивного подсластителя. В данном рецепте подсластителем может служить и стевия в форме жидкого экстракта или порошка, но тогда ее понадобится около 2 граммов. Жидкий экстракт ванили 2 грамма и 2 грамма соли. Тщательно смешиваем все эти ингредиенты до получения однородной массы. Заранее замочите 31 грамм желатина в 180 граммах воды. И когда желатин разбухнет, прогрейте его, не доводя до кипения. Его мы будем вводить в конце, но к тому времени он должен немного остыть. Когда масса стала вполне однородной, вводим йогурт 520 грамм. У меня это очень вкусный йогурт домашнего приготовления. Снова перемешиваем и отставляем йогуртовую массу в сторону. Теперь нужно взбить сливки. Здесь 450 грамм 33% сливок. Сливки с меньшей жирностью брать нельзя, они просто не взобьются. В этом рецепте можно взять меньше сливок или даже не использовать их вообще, но консистенция чизкейка, конечно, будет совсем другая. Чтобы сливки взбились хорошо,
они должны быть очень холодными, а для максимального результата охладите предварительно чашу и венчик. В таком случае все прекрасно получится, даже при использовании ручного миксера. Во время взбивания за сливками нужно внимательно следить. Как только они достигнут такой консистенции, что перестанут двигаться при наклоне чаши, взбивание нужно остановить. Если пропустить этот момент и продолжать взбивать, сливки могут разделиться на масло и сыворотку. В таком случае, к сожалению, придется взбивать новую порцию сливок. Посмотрите, какая пышная масса получилась. При наклоне чаши она не сдвигается. Теперь можно соединить сливки с йогуртовой массой. Я делаю это в комбайне при низкой скорости, все отлично получается. Но долго перемешивать не нужно. Теперь нужно ввести желатин. Здесь 31 грамм желатина в 180 граммах воды. Желатин заранее замочен и прогрет до полного растворения. Вводить его нужно уже остывшим, горячим вводить не стоит. Вливаем его тонкой струйкой и быстро размешиваем. Мусс для чизкейка готов. Выливаем его на основу. Разравниваем и убираем в холодильник на 5 часов. Когда чизкейк хорошо застыл, можно заняться его украшением. Мне в этом поможет глазурь молочный шоколад, рецепт которой уже есть на моем канале. На нее можно разместить любое украшение, например, как у меня кумкват, печенье, миндаль, веточки розмарина и кусочки шоколада без сахара. Вот как еще можно оформить этот чизкейк. Он очень вкусный, я рекомендую вам его обязательно попробовать. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!